Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. У меня снова новинки. Уже у нас похолодало, даже ночью -1 было, но я не смогла удержаться и купила вот эти новые игольчатые. Вот, и одна по виду, это, по-моему, мультифлора будет. Вот такая необычная форма. Вот такие новые у меня цветы. И сегодня наше видео будет посвящено новинкам, которые мы закупили в прошлом году. И я вам покажу еще раз о них, расскажу, что у нас в этом году выросло и что у нас будет дальше. Вот эти красавцы. Это новинка прошлого года. Тоже в горшке ее купила. Очень красивая. Смотрите, она находится у меня внутри мультифлоры. Низкорослая, корейская. А какая она красивая. Я ее просто обожаю. Вот если ее вот удалять по бокам, вот видите, здесь получается, что их много. Если бы я удалила вот эти маленькие бутончики, то было бы вот оставить 3 штуки, получаются очень крупные, красивые бутоны. Значит, надо просто в это уже, как опыт, я специально здесь их не обрывала, для того, чтобы увидеть, как они себя покажут. Вот это у нас. Вот там у меня череночек, я вам показывала, один кустик, а здесь я у дорожки прямо их высадила. Смотрите, какая красота. Вот они раскрылись, но вот это мороз сейчас, они не успели себя показать. И я оставила много. Снова же показываю много. Видите, если бы один был цветочек, вот эти бутончики надо было обрывать. Их много. Видите, насколько много? Надо все-таки формировать для того, чтобы получить крупный цветок. В крайнем случае 2 цветочка, но вот желательно, чтобы была формировка сразу же. Из новинок у меня вот эти ромашки красивые. Они поздние, спелые, поздние расцветки, позднего раскрытия. Рядышком здесь очень красивое сочетание получается. Вот это очаровательная хризантема, тоже игольчатая. Смотрите, какая красота. С желтым. Да, на следующий год буду обязательно, уже теперь записываю, и буду формировать их и высаживать для того, чтобы было вот это сочетание. Очень красивые. Это тоже у нас новинка. Женщина буквально меня уговорила купить вот этот один росточек. И вот такая красота сейчас у нас растет. Я уже отдельно говорила о брызгах шампанского, о том, что это игольчатые хризантемы, это точно знаю, но названия у нас нету. Ну вот смотрите, какая-то просто великолепие, волшебство. Вот эти цветы. Слов не хватает, чтобы рассказать о них. Вот рядышком уже отцвели, ранее белые были у нас мультифлоры, вот, а вот эти продолжают цветение. И вот эти тоже это новинка. Вот здесь они у меня позже зацвели. Видите, уже был мороз -1. Они немножко подморозились. Я сейчас покажу, как они раскрываются в другом месте, под домом. Там тепло. Здесь а вот они, именно апрельские черенки. Вот эти цветы под домом. Видите, какие я только что вам показывала. Там вот поздние, самые поздние были черенки майские. Я их посадила много-много. Вот они как раскрываются. И очень крупные. Здесь я формировала цветки, я убирала бутончики, которых их там на одном побеге было до 10 штук. Вот нужно оставлять 3, и вот смотрите, какие они красавцы вырастают. 3 цветка, и весь, вот это один у нас, одно растение, видите? Сколько их много и какие они красивые. Если бы я оставила все, были бы меленькие. Вот в бочке то же самое, формировка. Очень важно, если бы я сформировала меньшее количество, это я уже оставила по 3 бутона, оставить по 2 бутона по одному, тогда бы они быстрее зацвели и, естественно, дольше бы радовали нас. Но снова высаживаем, это тоже низкорослая корейская хризантема, это новинка у меня. Видели, как она раскрывается уже там возле дома, огромные такие цветы. Здесь вот она вот так у бочки себе мучится, потому что нету сейчас ей тепла, холодно. Вот, видите, это из этой же серии. Вот так.
Но ничего, сейчас я уже их буду пересаживать. 12-13 ноября буду пересаживать в горшки и заносить в теплицу для зимовки. Но все равно это красиво. Это волшебство. Вот еще одна новинка. Тут частично я убирала бутончики. Там, где убирала, смотрите, какой крупный цветок. Огромный цветок. Здесь вот на одном побеге один крупный и рядышком еще мелкий. Надо снова же формировать для того, чтобы получить большие цветы. Не знаю, ни один сорт неизвестен. Та женщина, которая продает, вот продает, выбираешь себе и все. Здесь у меня тоже маточный куст. Это куст, который я купила в горшке. И вот он такой вырос, огромный. Большой получился. Он из 2 частей у меня состоит. Вот он такой развалился. Пришлось его подвязывать. Тяжелые цветы после дождя тоже очень тяжелые и большие. Но вот очень красивые. Смотрите, кончики как будто бы вот белые сверху. А вот здесь вот оно, здесь такой цвет свекольный. Светло-светло-свекольный, очень красивый. И прицеп. К сожалению, тут уже морозец. Один раз был -1. Вот он немножко повредил цветочки. Сейчас вот так вот красиво я второй план северной стороны высадила высокорослые, вот эти кремовые помпоны. А здесь у меня вот низкорослая хризантема корейская. Очень красиво смотрится. Здесь в прицепе есть вот эти вот интересные, красивые цветы игольчатые. Они тоже уже подморозились. Вот я оставались, у меня череночки высадила здесь тоже. Смотрите, эти вот самые поздние желтые. Их тоже надо обязательно в горшки и пересаживать. Они себя покажут, если их формировать по одному цветочку, и быстрее зацветут. Просто им не хватает силы для того, чтобы такое большое количество вот этих цветов выкормить и раскрыть их. Вот они здесь на первом плане вот такие желтые. Затем немножко есть сиреневые, здесь бордовые. И по центру вот эта снежная белизна, чистота, божественная чистота любви. И вот эти прекрасные кремовые помпоны. Везде уже все черное, везде уже не очень-то лицеприятная картина. А здесь такой островок. Все время ходим сюда и смотрим на эту красоту. Да, надо горшки и обязательно надо заносить в теплицу для того, чтобы как можно дольше получать удовольствие от этой красоты. Божественной красоты. Еще одна новинка, но они очень поздние. Их надо в горшки высаживать, нежно-нежно-розовые. Смотрите, они здесь у меня вместе вот с этими более темным розовыми, я бы сказала, даже светло-свекольные. Вот они здесь рядышком. Надо их в горшки и заносить перед морозами уже в теплицу, для того, чтобы получить красивое цветение. И оставлять надо по одному цветочку. Я сразу же рассказываю особенности и подсказки даю, чтобы знали на следующий год при выращивании. Это тоже новинка. Они рано все-таки зацветают, уже перецветают. В чем особенность? Когда сильный дождь, они намокают и заваливаются. Поэтому нужно подвязывать, как я вот сделала подвязку. Они нормально здесь у розочки растут. Тоже очень красивые, когда раскрываются нежно-нежно-розовые, а потом вот эта желтая солнечная серединка, белые лепестки и заканчивается вот розовым. Очень красивые. Просто глаз оторвать невозможно от них. Вот они такие. Очень красивые. Наши любимцы. Все хризантемы очень красивые. Это тоже новинка. В прошлом году я купила в горшке снова же. И вот с них несколько черенков. И несколько черенков уже укорененных уехали в другие области Украины. И я благодарю вас, уважаемые зрители и те, кто покупал у меня череночки укорененные, что вы выставили фотоотчет, отправили, тоже получились очень красивые. Здесь я почти не обрывала, но было немножко. По бокам нужно все-таки обрывать бутончики, формировать по 3 цветка на одном побеге. Это вот одно растение. Видите, оно тоже получается такое пушистое.
но не мультифлора. Вот это особенность корейской хризантемы. Вот она у меня, них несколько этих растений. Это из черенка. Это был черенок апрельский. Несколько у меня были очень ранних, но необыкновенно красивая, просто невеста. Настоящая невеста. А вот это куст, это то, что я покупала в горшке в прошлом году. И вот я его, маточный куст, нарезала череночки и потом высадила. И вот он такой огромный получился. Практически как мультифлора, но с огромными цветами в разные стороны. Вот завалился, развалился у нас. Вчера целый день шел дождь. И вот они такие вот красавцы. Но снова я здесь убирала бутончики и оставляла по 3 цветка на каждой веточке. И вот такие они крупные получились. Благодаря тому, что вот я формировкой занималась. Нужно формировать эти цветы, чтобы получать крупные вот эти красавцы. Вот рядышком с белоснежными, этот здесь череночек, тоже череночек вот этих красивых цветов розовых. Сейчас я вам покажу, они у меня есть еще отдельно. Кустики, я их отдельно высаживала. Вот сочетание, просто хочу показать, сочетание очень красивое, белое с розовым. Очень красиво, потом уже для будущих посадок можно вот это использовать. И это еще не все. Предлагаю вам пройтись по нашим цветникам. Насыщайтесь этой позитивной солнечной энергией новых, очень красивых хризантем, которые мы купили осенью 2020 года. А теперь вернемся к началу нашего видео. Вот они, новые хризантемы, которые я купила пару дней назад. Вот этот малыш, это гербер видный, но его видела, он идет как мультифлора. Вот такой пушистый кустик. Я купила пока себе
рассада вот такая. Но, конечно, цветы очень крупные, необычная мультифлора будет у меня. Шар из вот таких крупных цветов. Видела еще и другие расцветки. Возможно, мне удастся еще приобрести и другие. Но вот пока вот такая красота у нас есть. Покупаю всегда в горшках для того, чтобы получить потом уже точно вот такое растение. И смотрите, это игольчатая, снова же игольчатая, очень красивая хризантема. Это корейская, низкорослая, игольчатая, необычная такая, смотрите, расцветочка. Вот такая, такое чудо, просто перышки такие, очень красивая. Но снова же названий у наших продавцов нету, потому что они продают по цвету. Вот такой цвет, такой человек выбирает себе. Вот то, что нравится, мне очень понравилось. Они еще крупнее есть, растут. Я выбрала себе поменьше. Я его пересажу в горшок и буду уже выращивать на следующий год на своем участке. Вот и такие прекрасные вот эти игольчатые хризантемы корейские, низкорослые. Ну и еще одна. Просто очень люблю вот эти солнечные цвета. Лимонный цвет, такой он только раскрывается. Поздние, но я их в горшки буду выращивать и потом заносить в теплицу. И смотрите, это тоже игольчатая, то же самое. Иголочки срезанные вот как кончики. Вот она такая красивая. И тоже в горшке. Вот. И, естественно, я все равно пересаживаю в свою землю, в свои горшки. И затем уже череночки весной будут. А зимовать они у меня будут, конечно же, в теплице. Посмотрите еще раз на эту красоту. Просто невозможно оторваться от этого солнечного цветка. Действительно солнышко с лучиками. Очень красивое. Великолепное. Еще внутри там получается, что здесь солнечное, а там вот чуть-чуть вишневый такой цвет. Вот оно здесь очень хорошо видно. Серединка, внутренняя, нижняя часть вот этого лепестка вишневая. Вот эта красота. Это новинки. Уже в этом году, на следующий год будут они у меня на цвете. Меняется нынче климат. Будет продолжать удлиняться холодный период всего года. Таков вот мини-ледниковый период. Это естественный ход природной истории, и никуда от этого не деться. Весна будет длинной и холодной. Лето тоже позднее, мы уже в этом убедились в 2021 году. Да и осень почему-то в последний год, вот этот год, спешит занять свои права, вступить пораньше в свои права. У нас этого раньше не было. Тепло было и в ноябре, и до декабря месяца. Но от выращивания хризантем мы ни в коем случае не отказываемся. Высаживаем в горшки, переносим в теплицу перед холодными циклонами. Оставляем зимовать в горшках в этой же теплице. Можно хранить также в любом сухом помещении при температуре +1, +5, может быть даже до +10 градусов. А в конце февраля выносим вот эти все наши хризантемы в горшках, в теплицу переносим их. Горшки с маточными кустами здесь уже устанавливаем, поливаем и выращиваем черенки любимых цветов, чтобы уже в июне их высадить у дома. Анализ 2021 года для выращивания корейских крупноцветковых хризантем, мультифлоры и других хризантем уже сделан. Выводы и задачи для нас понятны. На этой позитивной ноте мы завершаем сегодняшний показ наших цветников с великолепными хризантемами. Мы, авторы канала Раиса Кириченко и Александр Волик, желаем всем вам, уважаемые зрители, солнечного настроения в любую погоду, крепкого здоровья и красоты в вашей жизни. До новых встреч на нашем канале!